Ну что ж, вот мы и доехали наконец-то до австрийских Альп. Погода просто благоприятствует, как видите, голубое небо, всего лишь пара облачков. В общем, все наши прогнозы сбываются, что отлично. Сегодня мы идем на одну из самых известных виа-феррат в Австрии – Dönnerkogel. Еще она в русскоязычных источниках фигурирует как виа-феррата Интерспорт. Почему Интерспорт? Не знаю. Почему же она известна? На самом деле эта феррата уже существует там хрен знает сколько лет, но известность она приобрела там в 2012, насколько я помню, году. А все почему? Да потому что тут пару чуваков с Австрии так покумекали, подумали, и что бы нам такого сделать интересного? А, точно! А давайте-ка мы сделаем между двумя скалами и обрывом лестницу 40 метров длиной. Вот так вот вверх, над обрывом. Ну и что? И главное, они продумали это так, что там есть место, где можно сделать просто супер фотографии. Ты такой ползешь по лестнице над обрывом, не видно вообще дна, две скалы. Ну, конечно, что произошло? Сюда поперла куча людей. Ну и вот, сейчас это одна из самых популярных виа-феррат в Австрии. Естественно, мы не могли такое пропустить. На одном из первых подъемников, который стартует от Газаузи озера, работает, кстати, только летом, начинает свою работу в 8:15, и на одном из самых первых мы заехали наверх. Сам маршрут, сама виа-феррата занимает около 3–3,5 часов. Но не спешите сразу на нее идти. Перед ней стоит пройти несколько более простых виа-феррат. Ведь ее участки, хотя в большинстве она в своем категории А, Б, это самые несложные, но некоторые участки категорированы как С, Д, то есть это достаточно сложно. У вас должен быть опыт лазания или хождения в горы. То есть вы должны понимать, что это будет сложно. Это первое. Во-вторых, у вас должно быть необходимое снаряжение. Какое же снаряжение необходимо на виа-феррату? Первое. Каска, обвязка, страховочная беседка в смысле. К ней должна быть так называемый виа-феррата-сет. Это два уса самостраховки с большими карабинами и абсорбером. Для чего это нужно? Если вы сорветесь, абсорбер сработает, и у вас не будет такого сильного рывка, у вас там не сломается хребет, вам будет хорошо, так как на виа-ферратах вы пролетаете довольно большой кусок до следующей точки, где пробит маршрут. В общем, все это звучит страшно, но выполнимо. Итак, маршрут виа-ферраты на Grosser Dönnerkogel. Сначала, приезжая подъемником наверх, вы идете по тропинке, ну, может, минут 15-20 через такой небольшой лесок и подходите под основание вот этого хребта, который сзади меня. И прямо, можно сказать, в торце хребта начинается стальной трос. Правда, он начинается на высоте около 2, может 2,5–3 метров, так что надо до него вначале дотянуться. Ну и там главный такой неприятный момент, что камни довольно скользкие. И вот вначале идет на самом деле довольно сложный участок. Его категория, по-моему, С. А это самый простой, Б чуть сложнее, С, Д уже такие хорошие, ну и Е это уже сложный участок. Вот весь этот маршрут считается СД. Но на самом деле только некоторые участки тут СД. Вот в начале, как я уже сказал, начинается довольно сложный кусок, но он БС. Он идет вдоль хребта. Страшно. Потом довольно длинный кусок идет вообще АБ, то есть там практически можно идти ногами, иногда придерживаясь за трос, он там через разные кусты, но местами попадаются опять же более сложные участки типа Б, С, может быть, вот такие вот. Потом вы подходите под вот эту стену, опять же идет такой типа траверс стены, очень простой участок, никакого специального лазания там нет, кое-где просто такие довольно большие и скользкие плиты, по которым надо аккуратненько так пройти.
Потом вы заходите как бы в провал между двумя вот этими хребтами. Нужно будет залезть небольшой участок вверх, но он тоже довольно простой. И дальше начинается самое интересное. Это ключевой участок всего маршрута. Там натянута подвесная лестница, которая называется лестница в рай. Stairway to Heaven. Но на самом деле ничего сложного в этой лестнице нет. Она считается категорией Б, то есть элементарно. Просто нужно как бы по подвесной лестнице идти, пристегнувшись вот карабинами к вот таким перилам по бокам. Единственное, что она вот немного раскачивается, и надо держать равновесие. Но под ней огромная пропасть. То есть если вы боитесь высоты, это может стать очень таким испытанием жестким. Но на самом деле ее можно там обойти по кругу и не лезть по ней. И после лестницы тоже начинается очень классный участок, как раз самый сложный на маршруте категории CD. То есть нужно лезть вот прямо по хребту в лоб. Там практически отвесная скала, кое-где есть даже нависание, но везде провешен трос, довольно часто попадаются вот эти перестежки, так что даже в случае срыва шансов улететь очень далеко немного, но будет очень неприятно, конечно, биться головой об стену. Так что лучше не срываться. Но, в принципе, все пролазится. Можно даже не держать за трос и практически не используя вот эти искусственные точки опоры. Все пролезть. Единственное, что там пару вот таких вот небольших нависаний, которые, скажем так, стрёмно пролазить. После лестницы идет такой выход как бы на жандарм. Потом с этого жандарма идет спуск в такую как бы седловину. И после седловины опять идет крутой хребет, довольно длинный вверх. Ну и хребет уже заканчивается таким выполаживанием и выводит на вершину, где мы сейчас и находимся. И отсюда открываются отличные виды на окружающие ледники и горы. Так что всем рекомендую. Очень классный маршрут. В отличие от остальных виаферат, где мы лазили, здесь даже нужно было напрячься, а не просто так пройти все пешком. Так что да, круто. И страшно. Местами очень страшно, но круто. Слышали? Вот он сказал, лазаньем иногда напрячься, когда нависание даже стрёмно было. Так вот, женский вариант. Это было все стрёмно. И нависание, и лазанье. И какое там лазанье? Держишься за этот трос, боишься его отпустить, потому что все скользкое, все мокрое. В общем, руки с мозолями, но офигенно много удовольствия. Короче, это вот такие эмоции. Я думаю, что именно после вот таких виаферат с такими видами, там, где тебе приходится напрячься, да, ты лезешь еще, может быть, не на последних своих издыханий, то есть ты можешь чуть-чуть больше, но все равно ты сильно напрягаешься, все равно тебе стрёмно. И вот именно после этого, мне кажется, люди заболевают виафератами, начинают ходить. Я уже вот думаю, может, это что еще найти интересное пройти. В общем, очень много эмоций. Обязательно стоит попробовать, если вы любите горы, если вы чуть-чуть лазите, в принципе, вам даже почти не обязательно, ничего не нужно. То есть, да, классно иметь виафератный сет. Ну, как вы видите, вот мы лазили с обычным вариантом 2 уса самостраховки. В общем-то, это не идеально, но это нормально. Так можно. Особенно с тем, что, скорее всего, вы срываться не будете. В конце концов, вы вцепитесь в этот трос зубами и будете держаться. Потому что иногда вариантов других нет. Если зацепок под ноги мало, держишься за трос, упираешься ногами и полезли. Стрёмно, но классно. Вот, ну и как я сказала, теперь хочется еще. Может быть, вы уже были на каких-то виафератах и можете нам что-то посоветовать? Пишите в комментариях. А если не были, то пишите, на каких виафератах вы хотели бы побывать и хотели бы вообще.